Привет, друзья! Сегодня поговорим о шестой партии матча на первенство мира 2018 года между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Магнус играет белыми. И вот это, наверное, самый такой курьезный случай подготовки за, по крайней мере, два матча, вот, которые я видел близко изнутри. Магнус пошел Е4. Ну, в целом... Мы этого, скажем так, не хотели. Мы это команда секундантов, но более того, ну, изначально такой опции даже не было. То есть, там, если вы смотрели предыдущее видео, вы знаете, что там английское начало много мы смотрели. И, в общем, там первая партия в английском начале, в смысле, дала нам какие-то зацепки. И ферзевом, по идее, у нас тоже было. Но один хороший человек, чтобы у Магнуса был выбор, буквально, в общем, где-то, я не знаю, там за час, может быть, или меньше до дедлайна сдачи файлов, вдруг решил зачем-то состряпать такую, типа, альтернативу в первом Е4, мотивировав это тем, что все равно так не пойдет. Вот, но пусть он чувствует уверенность, что, как бы, в общем, можно делать любой первый ход. Ну, в общем, последовало конь d3, конь e4, ферзь e2 в русской. Человека доброго чуть не убили по ходу этой партии. Ну, то есть этот вариант, он на самом деле потом стал популярным. Ферзь e7 черным надо ходить, чтобы за связки не потерять коня. Конь f4, сейчас тут и конь f6 можно ходить. Ну вот Фаби пошел по самой... лобовой такой линии, конь d5, конь d4, конь e7, конь e2. Выглядит это все немножко как бы сложно, но на самом деле... Ну, это все первая линия компа, конь d5, конь d4, то есть на самом деле тут осложнения как-то заканчиваются. Вот Магнус сыграл конь a3, это он еще знал, конь e6, f3, конь c5, d4, конь d7, конь d4, конь c7 шах пока. c3, c6, конь f4, конь b6, где-то здесь он начал думать. Ну, наш добрый человек, в принципе, там довел везде до эндшпиля и написал везде плюс равно. Поэтому я глазами Магнуса понимаю, когда ты видишь матч на первенство мира, вообще очень короткий файл, который нетрудно выучить и везде плюс равно. Не сыграть так трудно. Ну, не случайно... В общем, воздалось нам за такую подготовку, то есть партия, конечно, заставила понервничать. Но пока все более-менее спокойно. Слон d3, d5, значит, конь c2, слон d6, все нормально, взяли, король f2. Ну, Магнус как бы, понятно, что в целом эндшпиль равный, да, но если мы можем выбрать сторону, мы, наверное, берем белых, то есть все-таки у белых есть какие-то там, ну, слон на e6, хуже слона на d3, да, и хуже слона на c1, там конь на b6 немножко не там. То есть белые бы, в принципе, хотели там как-нибудь привести, может, коня на g2, пойти слон f4, там, если слон f4, конь f4 побьем, конь на f4 будет стоять красиво. Но, в общем, если черные совсем ничего делать не будут, может постепенно стать у белых поприятнее. Но, конечно, эта перспектива отдаленная весьма. Перекликается это на самом деле немножко с вот линией с ферзь e2, которую Магнус играл потом с Яном, не помню, чем-то похоже. То есть вот это ориентир на эти эндшпиля простенькие. Что там мы как-то играли... Значит, как это было-то? Наверное, конь бьет e5, d6. Как-то так. Это, наверное, вообще было, да. Может быть, мы ходили d4... Кажется, конь e4, наверное, конь e5, что ли, d5, как-то слон d3, может быть, конь d7. И вот как-то чуть ли мы не, как это получалось, чуть ли мы не били так. Как-то рокировка, мне кажется, слон d6, конь d2, что ли. Или конь d2, может быть, сразу мы здесь ходили. Да, вот мне кажется, конь d2 сразу. Черные как-то били. И вот здесь на ферзь e7 просто ферзь e2 мы хотели. Что-то в таком роде. Причем ферзь e2 с идеей, ну как бы немножко поиграть.
Хотя, конечно, может немножко наивно, но у Магнуса есть, в принципе, вкус к этим симметричным шпилям. В общем, ну, как-то, наверное, он, в принципе, считал, что это его зона комфорта. Можно было здесь, кстати, конь Е2 уйти. Может, чуть хитрее было. Но в целом, ладно, побили. Король F2. H5, H4, конь C8. Ну, вообще, вот эту партию Фаби будет играть фантастически. То есть, я помню, Грищук вот сказал, по-моему, после этой партии, что это первая партия, в которой Каруана играл как настоящий чемпион мира. Ну, я не всем согласен. Мне кажется, он и до этого играл, на самом деле, вот на результат очень жестко. И там, не считая первой партии, нигде не давал реально Магнусу даже игру прям завязать большую. Но, да, действительно, партия впечатляющая. То есть из равного эндшпиля Магнуса будут потихоньку переигрывать. Давайте посмотрим, как. Значит, конь Е3 он ходит. Конь Е7, G3. Ну, то есть он ведет вот этот, да, там план свой с конь G2. C5. Теперь, ну, по-хорошему, надо было бы пойти конь G2, конечно. Но не понравилось, я думаю, CD, CD, конь C6. И, ну, слон Е3 не хочется, а слон F4, я думаю, ну, не понравилось, что просто мы в вариантах пешку отдаем, и на победу нам будет трудно играть. То есть у черных есть спокойный ход король Е7, конечно, но можно, наверное, и побить, и как-то там здесь может побить. Там ладья D1, но здесь, кстати, компьютер как раз считает, что получше у белых. Но можно, да, можно король Е7 начать, на самом деле, чтобы на F4 не бить, да, и на D4 все равно висит. И, собственно, не совсем понятно, что белым делать. Поэтому слон c2 Магнус пошел с идеей, там, если cd, cd, конь c6 ставит ладью на d1. Значит, 2-0. Ну, вот он поставил ладья d1. Ладья fd8 пока. Конь g2. То есть, вот белые типа провели свой этот немножко кривенький план. На самом деле, вместо ладья fd8 может похитрее опять было как-то. Ну, это чуть заумно. Там ладья fd8 нормальный абсолютно ход. Значит, конь g2. CD, CD. Фаби пошел ладья c8, ход самый естественный. Опять же, чуть хитрее было, наверное, ладья d c8. И разница в том, что на слон b3 появляется ресурс a5, a4. Но это, опять же, немножко заумно. То есть, по-человечески даже не всем понятно. Ну, a4 белые пойдут. Комп там как-то ладья a6 ведет. Но это не очевидно. Плюс слон b3 ход абсолютно не единственный. То есть, можно там конь e3 пойти, да. Тогда черные воспрепятствовали плану конь g2, слон f4, ну тоже не то, что какая-то катастрофа произошла. Тем не менее, ну подавливают, черные действительно подавливают. Немножко неточно белые сыграли. В партии было ладья c8, слон b3, конь c6, слон f4. Ну, вот можно было включить слон g5, вызвать f6. В любом случае, ну, уже скорее черные играют на перевес, то есть у белых нормально, но какие-то здесь линии такие, немножко тревожные, то есть там в том или ином порядке, там можно ладья Е1 здесь ходить, можно, например, бить и на какую-то такую позицию идти, но и здесь, например, после ладья b6, ну, да, это как бы ничья, но все-таки, на мой взгляд, как бы скорее белым приходится отбиваться. Какие-то тут варианты, да, ладья Е7, ладья b3, ладья А8, ладья F7, тут какой-то линейный мат еще надо не получить. Но, в общем, в итоге белые отобьются, и все у них будет нормально. Какой-то такой вариант я смотрел. Ну, в целом по-разному ничья, но черные, безусловно, уже давят. То есть это черные могут делать, в принципе, любые ходы, белые все-таки должны проявлять какую-то точность. Ну вот в партии Магнус пошел слон F4. Ход на самом деле нормальный тоже. Конь А5. Ладья DC1. Теперь, ну, пока все бить не очень хочется. То есть там, если, например, побить АБ, там ладья бьет С1, ладья бьет С1, все-таки использовать слона пока трудно. То есть черные бы хотели в целом двух слонов сохранить. Слон F4, конь F4, понятно, что для белых супер. То есть размен вообще выгодный. А если здесь куда-то уйти, то все-таки, ну, уже можно там ладья C7, там ладья D7, как-нибудь побить. Слон B8 и конь F4, двойной удар. То есть, ну, Фаби, в общем, в партии сделал ход слон B4 сразу. Я к тому, что этот ход разумный. На самом деле, потому что он спровоцировал Магнуса на ошибку как раз. То есть, реально, даже здесь надо было оставлять этого слона на b3, судя по всему, и ходить как-то типа слон c7, конь бьет b3, АБ, и вот какая-то такая позиция. Ну, опять же, я прекрасно понимаю, почему Магнусу это не нравилось. То есть, это понятно, что требует уже какого-то расчета. В принципе, у черных два слона
И если бы черные, например, как-то ладьи поменяли, у них была бы там очень приятная позиция, действительно. Здесь как-то конкретно конь d3, конь на c5 идет, но как-то белые отбились. Но Магнус пошел слон d1, и я его понимаю, то есть Магнус как бы играл в некой парадигме, что у него не хуже вообще. То есть, безусловно, допускать конь бьет b3, это легкий такой прогиб. И соскакивать потом вот как-то через счет. Это Магнус, вероятно, считал, что даже как немножко унизительно, что он там такой великий. Они стартовали с эндшпиля, который был у белых поприятнее. Собственно, почему это он должен так скромно играть? И он ушел просто слон d1. Даже как бы не то, что наперевес, но просто он там хотел сохранить слонов, да, и доказать, что вообще как бы в принципе ничего не происходит. Конь c4 Фабио пошел правильно, b3, конь a3. Но вот первый такой для белых возник немножко неприятный момент, что все-таки надо признать, что у нас похуже. Как-то пограживает слон c3, вся эта слон f4, конь g2 конструкция как-то далеко. В каких-то иншпилях там конь на a3 вообще фиксирует пешку на a2. То есть там если ладьи поменяются, где-нибудь там слон на b1 может пойти. Ну, в общем, Магнус правильно, это такие общие слова. Магнус правильно пошел. То есть пока грозит слон c3, Магнус побил и пошел ладья c1. Теперь, ну, интересно было и на c1 побить, но Фаби нормально тоже. Конь b5 взяли. И на самом деле продолжается какой-то марафон немножко неприятных решений для белых. Ну, Магнус вот опять же в том же стиле продолжает. То есть на самом деле опять комп тут слон b8 советует как-то очень конкретно делать ничью. Магнус пошел конь e3. То есть это все еще ход в таком как бы ленивом стиле, что в конце концов у нас просто не хуже. Ну вот последовало конь c3. И тут Магнус, вот мне кажется, засуетился, потому что, ну, реально впервые за партию стало уже, ну, совсем очевидно, что белых хуже, потому что, ну, выбор, то есть либо можно там а4 пойти, типа, допустить конь бьет d1, эта позиция, безусловно, не проигранная, но играть ее черные могут очень долго. И действительно шансы на победу у них есть. То есть там слон e6, где-нибудь f6, слон e7, g5 черные проведут. Надо будет все время следить за переводом слона куда-нибудь на c2. Черные там образуют какую-нибудь слабость на ферзевом b5 где-нибудь пойдут. Ну, в общем, эта позиция, как бы, безусловно, ничейная, и проигрывать ее не обязательно, но и близко уже не равная и не битая ничья, да? Поэтому он пошел слон c2. Теперь, ну, конь а2, конь d5 действительно для белых было бы неплохо, но слон а3 сильный ход последовал. То есть черные пока фиксируют пешку на а2. И, ну, как-то начинает пограживать вообще просто слон e6 и конь бьет а2. Ну вот Магнус напрягся, то есть пришлось уже, значит, слон b8 ходить, а6. Можно было здесь тоже слон а7, он пошел f4, так очень логично, слон e6 защитился. Слон d7. Черные тогда повели слона на c6, чтобы бить на a2. Он пошел f5, слон c6, слон d1. Ну, на самом деле, очень человеческая игра. То есть, в такой редакции конь d1, конь d1, мне кажется, ближе к тому, чтобы быть битой ничьей. То есть, там белые конь e3 встанут. Конь e3, слон f4 за счет пешки на f5 почти крепость. То есть, там, условно, ну, как-нибудь черные там вынуждены будут, я думаю, пойти f6 рано или поздно. Не знаю, конь e3 мы можем... У e3, правда, вот уже слон d3, даже эта позиция, конечно... Опять же, то есть комп считает, что это типа битая ничья. Вот такая позиция. Это только не конь c3, а слон a7. Но, да, мне это, честно говоря, вообще не... Ну, то есть, понятно, что вряд ли она проигранная, но и схематичной ничью я бы и близко это не назвал. То есть черные там все-таки королем выйдут, слоны играют на два фланга, не знаю, мне кажется, не так просто защищаться здесь. То есть, может быть, типа слон а7 тогда здесь ходить. Но тоже на слон d3. Можно как-то слон c5, слон c1, но все равно, видимо, придется... Может, здесь конь e3. Тут, правда, слон e4. Ну, в общем, да, четкого равенства в любом случае нет. Но Фаби, ну, в любом случае, конь d1 немножко упрощает позицию. То есть, Фаби пошел слон b2. Это ход, на самом деле, еще более мерзкий. То есть, теперь... Черные все-таки хотят забрать на либо а2, либо d4. Вот Магнус побил. Ну и да, вот здесь был выбор из конь а2 и конь e4. Фаби пошел конь e4. Его за это, кстати, немножко ругали. Я не знаю, мне, кстати, кажется, зря. То есть конь а2... Ну,
тоже черные сохраняли перевес, конечно, я понимаю логику, что отдаленная пешка, там все дела, но, ну, фиг его знает, то есть слон А7, конь С3, слон Б6 как-то очень логично, потому что конь Б5 срок грозил, конь Б5, конь С2, то есть эта отдаленная пешка пока не идет, ну, какой-то вариант я заводил примерно, и слон d7, слон g4, как-то конь d6, конь e3. Ну, примерный вариант так совпало, что он по первой линии в целом. Просто сам завел самые естественные ходы. Значит, конь c8, ну, на самом деле, какая-то логика есть. Действительно, каждым ходом черные нападают. Значит, слон c7, но слон c5 был бы b6. Слон c7, слон d4, белые пожертвовали пешку. b6, король f3. Ну и вот эта позиция, да, конь c4, то есть уже когда на нее смотришь, да, действительно белые очень близки к ничьей, наверное, за счет активности. То есть как-то на самом деле не так много осталось поменять, там сейчас мы h5, g4 пойдем, там где-то кто-то на e5 прыгнет. В принципе, действительно, это довольно простая ничья, хотя, ну как бы белые без одной, то есть белые сделали там 10 ходов по первой и все еще без одной, и в общем партия продолжается. Ну... Фаби пошел конь e4 шаг вместо этого, мне кажется, на самом деле еще сильнее, то есть белые пошли король g2, слон бьет d4, слон f4, это все правильно, слон c5, слон f3, Магнус пошел правильно, конь d2. Ну, то есть вот обратите внимание, что Фаби с какого-то момента как автомат, то есть вот реально только дали чуть-чуть прихватить, и в отличие вот от многих партий, там, самых разных людей с Магнусом, что на самом деле нифига он не выпускает. То есть вот как только там этот конь куда-то на c4 прыгнул, ну, действительно, просто у белого хуже. Магнус продолжает защищаться, не дают простую ничью. Ну и вот Магнус тут немножко психанул, хотя, кстати... Ну, мне немножко странно, то есть его как за это решение тоже все говорили, что безумно. Я не знаю, для меня ход, кстати, гораздо более естественный. То есть тут лучший ход был типа конь f1 пойти. Конь бьет f3, король бьет f3, как-то d4, король f2. Ну и типа оценить, что это нормально. Но, я не знаю, два слона с проходной, то есть там слон e4, например, g4, конь слон b1. Как-то тут надо было там король e2 бы приподнять, слон a2, конь d2. Ну, это, в общем, все заумно довольно. Даже здесь b5, a5 черные там ходят, там сиди, считай это там заранее. То есть Магнус пошел как бы схематично и, в принципе, доверился своей просто такой оценке интуитивной. Я бы, честно говоря, также оценивал. И, кстати, мы оба были бы неправы, потому что я с ним потом это обсуждал. Он в партии побил слон бьет d5. Слон e3, слон c6, слон f4, слон b7 просто. Значит, черные ушли слон d6. Ну, дым сейчас как бы рассеется. Реально белые забирают на a6, конь e4. Ну, пешку уже отдавать нельзя. g4. И вот сильный ход слон a3 снова второй раз в этой партии черные делают и фиксируют пешку на a2. Тем не менее, я просто помню, мы смотрели, естественно, эту партию в лайве с ребятами. И я помню вот и мое восприятие, и в принципе вот именно картинку, там лицом Магнуса, я был, честно говоря, уверен, что это вообще битая ничья. И Магнус, мы с ним потом обсуждали, он мне сказал, что он тоже. На самом деле, ну позиция действительно ничейная, судя по всему, но, скажем так, это и близко не такая простая. То есть я, честно говоря, думал, что у черных ни единого шанса просто. Ну вот давайте смотреть, слон c4, значит, он пошел правильно. Король f8, g5, ну, эти ходы все равно были бы сделаны, там где-то g6 бы грозило. Значит, конь c3, b4, ну, конечно, то есть, если одну из двух белым надо отдавать, конечно, лучше отдать пешку b, да, то есть, пешка А дальше там от черного короля, лучше иметь отдаленную пешку А. Слон бьет b4, значит, король f3, как-то конь a4, Фаби пошел. Ну, вот здесь первый момент, опять Магнус пошел слон b5, на мой вкус самое логичное, это он решил пока пешку поставить на a4, просто пока дают. Ну, компьютер подсказывает, что вот умнее как-то ходить, типа король e3, слон e3 стоять. Но это, на мой взгляд, ну, сложно в том смысле, что просто непонятно почему. То есть, ну, это какая-то такая подвижная крепость, что действительно, если король выйдет на e7, мы где-то там h5, h6 пойдем. Какой-то вот такой примерный вариант, что мы пытаемся пойти там h5, h6, где-то пешку h там сдать и побежать к пешке А. То есть, смысл хода король e3 как бы в этом. Мы заранее готовим там какой-то гамбит там с той стороны. Но...
Ну, в общем, да, это была ничья. Магнус решил поставить пешку на А4, значит, не будем его сильно ругать. Может, тут чуть умнее конь b6 было. Значит, ну ладно, конь c5, А4, f6. Опять же, можно было здесь ходить типа король e7. Мне кажется, примерно то же самое, может быть, чуть точнее. То есть король g4, например. Как-то так. Ну, вот как-то в целом будем ходить, но будет это все похоже на то, что было в партии. Ну вот проиграть можно белыми так, например, что, значит, можно поставить этого короля на h5, слон станет на e1, и вот как-то, что, типа, теперь черным надо перекрутиться, коня на e7 поставить. И вот при такой расстановке с слоном на e1 вроде получается, то есть там какой-то ход, конь c6, теперь на король g6 слон бьет h4, а иначе черные ставят конь e7, и вот это уже, видимо, выиграно. Хотя тоже там надо доказывать, но, видимо, выиграно. То есть, если кому-то, друзья, там интересен как-то этот эндшпиль особенно сильно, по-моему, про него была очень хорошая статья на сайте Российской шахматной федерации по ходу матча. Там, где и как черные выигрывали, где и как белым надо было защищаться. Я про какие-то ключевые моменты расскажу. В общем, король e7 было интересно. Оценку, наверное, не меняло. То есть, белым, наверное... После король g4, конь e4, наверное, вот так надо, может, пробовать. То есть, вроде, ну и вот здесь какой-то спокойный ход снова делать, типа там, может быть, так ходить. Вот, и как-то ждать, то есть там раньше времени может не ходить король h5. То есть у черных вот, в общем, вот этот план где-то поставить вот f6, конь e5. Белым как-то надо так играть, чтобы это, в общем, не прошло. Ну, в партии было f6. Значит, король g4. Как-то походили. Магнус повел короля на h5. Это правильно. Причем, я помню, мы тогда во время партии не совсем как бы... Ну, Магнус очень быстро. То есть, вот здесь, конечно, такая вспышка гениальности немножко. Вот как раз, когда люди говорят, вот что тебе в Магнусе там... Типа так, таким невероятным кажется, да? Ну вот здесь, например, чувак довольно, причем, по-моему, быстро, он тут просто зафигарил А5. Причем это даже не вынужденно. Но он просто заранее наметил вот пойти на вот такую позицию и типа оценил, что это крепость. С королем на h7, что черные не выиграют. Ну, как бы он прав. Но, опять же, то есть вообще какой-то был у него немножко, видимо, избыточный оптимизм вообще в этой партии все время, что он как-то считал, что ничья намного ближе, чем она на самом деле есть. И, ну, он ее, в принципе, сделал, да, то есть, я не знаю, победителей на ничью не судят, но... Ну, в общем, короче, идея в чем? То есть, белые встали, король h7, слон d5, поставили h5, и вот типа говорят, что это такая крепость. То есть у черных не так много на самом деле идей, как бы действительно, потому что если король там далеко уйдет, мы будем пытаться как пешку h проводить. Вот, ну началось какое-то хождение, значит, конь f3, слон d5, ну, как-то, в общем, ходили. Здесь вот вроде бы был какой-то загадочный момент, что вроде вот здесь после слон d5 выигрывал ход... Не здесь. Здесь пока все окей. Значит, конь d4, король g6, что вот здесь надо было ходить слон c4. Вроде бы. А в партии было король g6. И там у черных стало выиграно. Ну, что идея в чем? Что если здесь пойти слон g5... то вроде тоже проигрывает король g6, это будет переход. Но надо ходить как-то так. И, ну, не так просто это объяснить. В общем, типа конь f3, как-то слон e4, тут какие-то цукцванги. Ну, суть в чем, что давайте посмотрим сначала, как было в партии. Значит, в партии он пошел король g6. Черные пошли слон g5. Это правильно. Теперь, ну, суть позиции в чем? То есть, белым надо стоять слоном на диагонали, чтобы не давать король g8, король h8. То есть, король g8, король h8 черные выиграют.
H6 не пойти, потому что пока конь E2. И, ну, как бы, там, H7, конь F4 мат, иначе белых сбили с расстановки. И тоже будет выиграно. Поэтому надо стоять. То есть, вот Магнус пошел слон C4. И здесь в партии было конь F3. И это ни к чему не привело. Но выигрывал вроде чудо-ход слон H4. С идеей, что мы сбиваем слона с диагонали. То есть, там, ну, если слон уйдет... куда-то там ни на 2, ни на d5 снова, король g8. То есть надо стоять по диагонали, и теперь конь e2. И, короче, вот так белые, видимо, проигрывают. То есть конь сейчас придет на f4. И, казалось бы, надо ходить слон f3. Теперь действительно, вот они чего не могли понять, что конь f4, король h7, это действительно вроде... ничья. Ну, или, по крайней мере, белые не усилились. То есть, это как бы примерно то же самое, когда слон уйдет, мы тоже сможем уходить слоном, там, если хотим. Куда далеко, на конь h5 будет король g6. И это вроде не выиграть. Но здесь есть чудо-ход конь g1. И... ну, это уже такая немножко клиника, то есть, но суть в чем, опять, надо ходить слон d5. То есть, во-первых, один неочевидный момент, что слон g4, король g8 выиграно все равно. То есть, этого коня не съесть никак. Там белые как бы из-за цукцвангов будут вынуждены его как-то выпустить. В общем, черные постепенно выиграют. Поэтому надо ходить слон d5. То есть, это мы ходили слон g4. Слон d5 надо ходить. Слон g5. И теперь... как-то белые проиграли по темпам, типа, потому что... ну, вот эта позиция цукцванга, да, потому что если уйти слоном, то есть черный ходит конь h3 или конь e2, ну, тут конь h3, в зависимости от того, что им дадут. И типа белые не успели, то есть белым как бы, чтобы держать ничью, надо было в это происходить слон f3. А слон e2 хода нет из-за конь f4, конь бьет e2. Поэтому черные вынуждают h6. И эта позиция там уже тоже выиграна, хотя она выиграна там еще 10 раундов, но это уже там проще действительно выиграть. Там как-то конь как-то переходит там, куда ему дают, и черные выигрывают. Как-то там так. Вот, поэтому... ну, это реально немножко черт ногу сломит. Неудивительно, что Фаби не нашел, то есть тут, мне кажется, претензий быть не может. А типа, если пойти слон b3, конь e2 и пойти слон d1, то выигрывает чудо-ход конь d4. Потому что конь f4, король h7 снова вот эта крепость. Но конь d4 и нет хода слон b3. И нет хода король h7 из-за конь бьет f5, поэтому черный король g8 туда ходит и проходит. Ну, в общем, понятно, что это невероятно сложно. То есть, еще раз я показываю, да, это все реально начинается с мега хода слон h4. И на мой взгляд, ну вот это, конечно, полный бред. Слон d5, конь e2, слон f3, конь g1. И дальше какие-то цукцванги. То есть мы сейчас дальше смотрели, я до сих пор не до конца, честно говоря. Ну, то есть я как бы понял идеи, да, что в целом какой-то у черных находится цукцванг, потому что белым, видимо, надо все время держать слона на d5, чтобы и король g8 черным не давать. И где-то вот иметь возможность там на нападение на пешку сыграть именно слон f3. За счет этого как-то при слоне на d5 какие-то цукцванги. Но, в общем, это невероятно сложно, конечно. И в партии Фаби просто пошел конь f3. И здесь после король h7, видимо, уже ничья. То есть он стал конь e5, ну и да, вот как-то плана не нашлось. Они ходили, как бы Фаби, видимо, долго не мог поверить. Ну, можно его понять, честно говоря. Но на самом деле, действительно, позиция ничейная. Король вышел на e5, идей больше не стало. То есть в этом и была вот изначальная идея Магнуса. Да, и в итоге он шел конь e3, допустил h6. И согласились на ничью. Ну, партия, конечно, со стороны Фаби очень, мне кажется, впечатляющая, да, то есть именно динамика сама. Он, в принципе, легко уравнял с дебюта. И именно нашел в себе силы вообще-то играть на победу, там, на какие-то мелкие неточности. Получилось у него, мне кажется, здорово очень. И Магнус действительно, ну, это вот партия, вот реально бывают партии, которые все со старта не так, то есть какая-то глупая подготовка. Кто-то отправил какой-то короткий, довольно абсурдный файл.
Магнус там поленился, что-то учить, решил по этому файлу пойти. Потом этот эндшпиль он тоже играл так немножко шаляй-валяй, да, потому что он там гениальный в эндшпиле, и все будет нормально. Все равно в итоге как-то на самом деле после c5 позиция уже, ну, такого больше миттельшпильного даже плана, то есть что черные все-таки как подрывают центр, надо что-то читать. Магнус по-прежнему как-то играл шаляй-валяй, именно, видимо, не допуская мысли, что вообще можно проиграть такой эндшпиль. И вот с какого-то момента, да, вот где-то здесь, после конь c4, Фаби очень плотно уже прихватил, и на самом деле до конца как бы играл хорошо и мучил, и так реально единственная его, ну, как бы такая большая ошибка, да, это то, что он не решил вот этот вот безумный этюд в самом конце. То есть, в принципе, хорошо играли. Магнус, на мой взгляд, по-человечески очень, кстати, разумную фигуру пожертвовал, вот мы обсуждали. То есть, такая партия вот в плане игровом очень хорошо раскрывает вот борьбу на высоком уровне. Что белые защищались так тоже рукой очень, такая жертва фигуры. С одной стороны, это жертва фигуры, с другой стороны, это вот больше так по чуйке сыграно, что там две пешки за фигуру, одна из них отдаленная, должна быть ничья. И на самом деле Фаби как-то здорово тут проблемы, да, поставил. То есть, действительно, Магнус нашел эту идею крепости. То есть, на самом деле, классно играли оба. Вот это, опять же, F6, король G6. То есть, играли, может, не классно, но партия раскрывает, почему эти люди лучше остальных, скажем так, да. То есть, Магнус там ряд интуитивных решений принял, и жертва фигуры, и жертва вот этой пешки на А5, неочевидных абсолютно в защите. Ну да, и дальше вот был важнейший момент, когда черный, да, то есть вот здесь типа надо было слон c4 ходить, а король g6 проигрывал из-за... Да, слон g5, слон c4, из-за вот этого безумного слон h4, слон d5, конь e2, слон f3, конь g1, но это, я думаю, мы Фаби простим. В общем, партия очень интересная, Фаби очень так достойно огрызнулся, первый его реально шанс на победу за матч, и, собственно, даже не шанс, а так объективно с точки зрения строгой математики, реально объективно у него была выигранная позиция, но, в общем, мы решили, что отбились и ладно, и про следующую партию в следующем выпуске, друзья, до новых встреч на канале Левитов Чес.